Нам очень приятно, что вы сегодня собрались на нашу пресс-конференцию. Она не совсем обычная, потому что мы будем не только разговаривать и рассказывать, но и производить различные действия, что тоже, я уверена, будет вам интересно. И сегодня мы будем и рассказывать, и показывать, и, повторяю, демонстрировать те новые направления, которые сложились в работе организации, которая стала и станет, вернее, через несколько минут союзником, партнером Медиасоюза, а именно Россотрудничество. Гуманитарное измерение внешней политики сегодня становится важным фактором международной жизни, и стремление наше к развитию, укреплению дружбы, взаимопонимания, сотрудничества между странами, народами, как на официальном уровне, так и на уровне народной дипломатии, мы рассматриваем сегодня как одно из важнейших направлений внешнеполитической стратегии нашего государства, нашей страны. И, естественно, все это направлено на укрепление международного авторитета нашей страны. Именно вот эти задачи призваны решать созданные указом президента России больше чем 2 года тому назад, Федеральное агентство таким длинным названием по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Мы, короче говоря, Россотрудничество. Уже само название агентства говорит о том, что его главная цель – укрепление взаимодействия с зарубежными странами по всем направлениям гуманитарных связей, в целях дальнейшего развития сотрудничества, дружбы и взаимопонимания между народами. Важной составляющей деятельности нашего агентства является развитие общественной дипломатии с привлечением Института гражданского общества и НПО, прежде всего Российской ассоциации международного сотрудничества и общей дружбы народам зарубежных стран. Вы помните, буквально к концу прошлого года, в декабре, мы провели международный общественный форум «Роль народной дипломатии в развитии международного сотрудничества», в котором приняли участие более 500 гостей из 67 государств мира и из России. А только хочу сказать о том, что по итогам форума есть поручение президента, которое позволяет нам сегодня активно завершать разработку государственной концепции поддержка русского языка за рубежом, концепция русской школы за рубежом, расширение нашей сети за рубежом. А правительству поручено проработать вопрос о создании Российского союза общества дружбы в форме общественного государственного фонда и выделение здания для возобновления деятельности Дома дружбы с народом зарубежных стран. Практически сейчас нет таких точек на планете, куда бы наши деятели культуры не доехали. Огромное количество фестивалей проходит, дней культуры, и среди наших приоритетов, прежде всего, это, конечно, страны СНГ, это и Западная Европа, это и Латинская, и Северная Америка, это Африка. Ну, вот только Австралию, пожалуй, мы как-то не упоминаем достаточно часто, все-таки континент такой достаточно удаленный от нас. И сейчас тенденция такова, вот когда встречаются главы государств, особенно после долгого отсутствия, первая идея, которая высказывается, и первые же поручения, которые по итогам мы получаем, это провести или обменные фестивали, или кинофестивали, или выездные концерты, гастроли. Вот это, как правило, всегда. И мы испытываем здесь некоторые трудности, потому что финансирование этих мероприятий, как правило, оно отстает от потребностей. Мне, например, самому довелось в позапрошлом году принимать участие в открытии и закрытии фестиваля российской культуры в Индонезии. Но мы так уже научились работать, что на сцену выходит, скажем, 10-12 человек, артистов, а такое впечатление, будто огромный ансамбль танцует. Мы малыми средствами достигаем, надо сказать, неплохих результатов вот в взаимодействии с Россотрудничеством. И вот эта гуманитарная составляющая нашей российской дипломатии чрезвычайно важна, потому что страны могут переживать в отношениях между собой и периоды потеплений, и периоды охлаждений. Но что касается культурного сотрудничества, то это всегда идет по восходящей линии. По поводу медиасотрудничества, к сожалению, все-таки минусов очень много. Скажем, Украина. И большинство газет и журналов выходит по-прежнему на русском языке. И это очень хорошо, когда мы там выпускали
наш проект «Эксперт Украина», наша первая мысль была, может быть, нам надо на украинском языке выпускать, но все-таки в На другой мове? стране. Да, нам сказали, нет, не надо, нет, все спокойно, выпускайте на русском. И это был позитив. Негатив заключался в том, что у нас наши партнеры очень скоро украли журнал «Эксперт Украина». И решить вопрос нам теперь объясняет, может, только на уровне президента. И это, конечно, не очень здорово, если такие элементарные вопросы решаются на уровне президента. К сожалению, во многом украинский бизнес, ну, сейчас изменения и есть, но вот то, как он складывался, он вот действовал так примерно, как в России в 90-х годах. Узбекистан. Недавно совсем закрыли доступ к нашему журналу «Русский репортер» в связи с Викиликсом в интернете. Понятно, что там свои порядки, свой подход, своя логика политическая, но все-таки мы находимся в одном информационном пространстве, бывшие все республики Советского Союза, и здесь тоже как-то надо проблему обсуждать. Я не настаиваю и на том, что вот надо срочно давить на президента Каримова, ну надо эту тему обсуждать. Более позитивно, как мне кажется, в части вот журналистских отношений, медийных отношений, как это ни странно, положение с Грузией. С Грузией довели просто до крайности, и грузинские власти довели до войны, дальше уже некуда. Но я вижу и знаю, как тянутся журналисты грузинские к тому, чтобы налаживать отношения. Саакашвили рано или поздно уйдет, и скорее рано, чем поздно, а отношения с Грузией надо развивать. И вот буквально в мае мы проводим большой круглый стол здесь, конференцию фактически с участием и политиков грузинских, и очень важно журналистов. Огромная часть грузинских журналистов понимает, что ни в коем случае нельзя разрывать отношения, и что отношения с Россией чрезвычайно гораздо более важны для Грузии, чем отношения с США, безусловно. Разумные люди это понимают. Вообще в последние годы мощность России возросла, мы все это понимаем, и вместе с тем возросла наша ответственность за стабильность, за взаимовыгодное сотрудничество России и тех стран, которые входили в первую очередь в состав Советского Союза, но плюс и другие наши соседи. И это связано, знаете, иногда говорят о возвращении имперских амбиций. Это совсем другой феномен. Это не возвращение имперских амбиций. Это, повторяю, ответственность за взаимовыгодное сотрудничество, за стабильность в этом огромном регионе. Здесь нет вообще признаков даже каких-то имперских амбиций. И мы помним, как, когда были волнения очень серьезные недавно в Киргизии, кто только не призывал Россию вводить туда войска. Ну, это все категории прошлой, категории 60-х, 70-х годов, и Россия не пошла на это и не пойдет, скорее всего, никогда. Другое дело, а как помочь Киргизии наладить нормальную политическую и социальную жизнь? Это в том числе и наша ответственность, в том числе. Желательно не только деньгами, а какими-то еще другими способами. И я считаю, что в той работе, которую мы сейчас здесь обсуждаем, конечно, медиа могут сыграть, может быть, не решающую, но вполне значимую и серьезную роль. И поэтому я очень рад, что мы сегодня подписываем вот наше соглашение, протокол о сотрудничестве между Агентством по делам сотрудничества всего государства и Медиасоюзом. Медиасоюз – организация, которая объединяет журналистов самых ведущих, крупных и влиятельных СМИ в стране, берет на себя, значит, совершенно добровольно и с дружескими мотивами поддержку и помощь в продвижении тех проектов, которые мы реально видим как серьезные, важные, те, которые могут действительно помочь укрепить и сделать более гибким и действенным информационное пространство. И я прошу тогда, наверное, руководителя Медиасоюза и руководителя Россотрудничества приступить к этому делу. Подписываем. Ну, давайте. Является подписание соглашения о сотрудничестве между Федеральным агентством по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству и Общероссийской общественной организации работников средств массовой информации «Медиасоюз». Мы теперь должны нажать. Да, видимо, да, сказать.